Всем привет, вы на канале Своими Руками, с вами Макс Захаров. Ребята, кто первый раз на канале, сразу подпишитесь. 5 разных дюпелей, сейчас проведем тесты и все наглядно посмотрим. Как, что и где и почему. Можно ли крепить в эти стены что-то и будет ли там что-то держаться. Погнали. Ну а у нас, ребята, под видосами я всегда оставляю ссылочки на проверенный инструмент, которыми мы работаем уже многие года, и который можно, и зарекомендовали, можно покупать. Так что, кому интересно, проходите, смотрите, заказывайте. Первый испытуемый у нас простой саморез, желтенький. Я взял безмен до 20 килограмм, больше у меня нету. Возможно, что-то он сможет нам показать, хотя бы что-то маленько наглядно. А так, прошу довериться моим, как говорится, ощущениям, усилиям. Буду все комментировать и рассказывать. Цепляем и идем на разрыв от стены. То есть мы видим, что двадцаточку он спокойно держит. Просто закрученный саморез, 20 килограмм на разрыв. Очень важный момент. Люди маленько недопонимают некоторые, что на наше крепление может воздействовать разные усилия. На наш дюпель воздействует сила прямо пропорционально из стены. То есть его стремится вырвать. И в этом случае наш дюпель выдержит самую минимальную нагрузку, которую он способен выдержать, когда на разрыв из стены идет. С чем это связано? Если же мы сейчас потянем вниз, то у нас усилие будет вниз и будет на наш крепеж воздействует другая сила. То есть не только из стены вырывать будет, а еще на излом под углом. Естественно, такую нагрузку он уже будет гораздо выдерживать больше. Это нужно понимать. Мы весим полочку такого типа. Закрепились где-то в этом крепеже и весим сюда нагрузку. Естественно, это работает как по принципу гвоздодера. Его стремится выдернуть. То есть самое минимальное, что он может выдержать. Но когда мы весим, допустим, какую-то картину или что-то вниз, когда подвешено, тут, соответственно, тот же самый крепеж может выдерживать в 1,5, а то и 2, и в 3 раза больше, чем на разрыв. Это нужно учитывать. Все, это идет упор, упирается, если по кругу, получается 27 килограмм держит простой саморез. 27 килограмм. Но нам все-таки попытаться нужно вырвать, все равно же. В общем, это был первый тестовый саморез. По усилию не могу сказать, насколько он хорош. Ну, довольно-таки прочно, да. Дальше есть вот такие винты по бетону. Крепят еще и на них. Вот под такую звездочку. Сейчас крепимся на него. Закручивать не стали, так как у нас винт длиннее дюпель был, чтобы примерно равноценно у нас было. Ну, еще раз этим пробуем. Тестовый. 20, ну и тут 27 получается. Все, оно упирается. Также 27 килограмм оно выдерживает, условно 27, потому что на второй круг идет. И сейчас по усилиям. В общем, по ощущениям, этот винт был полегче, вырвать его было полегче, чем нежели простой саморез. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с шагом резьбы или еще с какими-то моментами. Следующий будет вот такой вот оранжевый дюпель. Сразу подготовил все отверстия, в общем. Дюпель на 10 вот такого плана заколачиваем. Потом, к сожалению, на 10 не было у меня дюпель синий вот такой вот. Он уже на 8 идет. И вот такой капроновый дюпель от дюпель гвоздя. Тоже на 8. Залетел со свистом. Ну и самое главное, ребята,
Вот такой дюпель специальный для пеноблоков, для газоблоков. Многие спрашивают, есть ли они специальные. Вот он, специальный дюпель. Вот так вот выглядит. Это специальный дюпель под газоблок, под пеноблок. Также под него сделали отверстие. Начинаем аккуратно забивать, и он как по резьбе туда заколачивается. Первый тестовый, оранжевый. Короче, также 20 с лишним, там 27-25, скажем, до предела. Никаких даже сдвижек. Берем ручной механизм. Что-то очень легко, схоже, как с винтом, по-моему, по бетону. Примерно такое же усилие какое-то, что-то одинаково было. Простой саморез вроде чуть покрепче держал. Но это опять относительно, непонятно. Очень все близко. Следующий серый специальный механизм. Я думаю, они все должны 20 килограмм выдерживать без проблем. Да, 20 килограмм на разрыв они выдерживают. Потом берем мышцемометр, силомометр по чуечке. Ну, тут вот этот нормально, ребятки. Вот это ощутимо он держит. Попрочнее. Не знаю, как в килограммах это сколько будет. Так, вот этот пока на первом месте. Ну что, погнали. И 20 есть. Ну также до конца оно выдержало. 25 будем считать. Поехали, попытка номер 2. Что-то одинаковое. Вот с этим что-то одинаковое. Примерно интересно. Так. Ну, думаю, смысла этим прибором пользоваться вообще нет. Ну уж так, в целях интереса, да? А вот те и на. Очень слабо выскочил, так как он вообще для таких не предназначен, он предназначен для бетонов, для плотных. И отверстий он забивается, это под дюпель-гвоздь. И когда мы забивали, он даже слабо был. Специальный крепеж для пеногазобетонов, скажем так. Даже трещотка сработала. Смотрим. Тут это понятно даже без вопросов. Ну что, мышечный силометр. Как говорится, сила есть, ума не надо. Вот я их так разложил. По моему мнению, примерно как они себя показали. На первом месте это специальный дюпель. На втором месте, по моим ощущениям, опять же, это такая таблица. Вот такой дюпель держится в стене. На третьем месте вот этот. Дальше, наверное, простой саморез. Ну, с синим как-то они наравне. И вот эти вот два, винт по бетону и дюпель-гвоздь, они на самом последнем месте, они примерно одинаково там. Не примерно, но где-то у них там одинаково. Плюс-минус трамвайная остановка по креплению. В общем-то, вот такой вот профессиональный, специальный нужно использовать для крепления. Вот этот как альтернатива, наверное, подойдет.
Ну вот, ребята, тот же самый дюпель, но уже работая на нагрузка, когда идет вниз, и он работает на излом, он уже выдерживает мой вес тела. Это один дюпель. Также еще хочу вам показать один типа лайфхака, ребятки. Если нет вообще никаких дюпелей, таким методом в основном монтажники окна, двери крепят, чтобы не прибегать ни к каким дюпелям. При ветровых нагрузках оно раскачивается, и вот эти дюпеля даже какие-то на первые, допустим, на первых этапах своей жизни они прочно могут держать, но потом при ветровых нагрузках, при раскачивании они могут рассатываться и ослабевать. Поэтому монтажники делают простым методом, уже зарекомендованным. Сейчас я вам покажу. Берем саморез и под углом загоняем его. Самое главное в этот момент аккуратно подтянуть, чтобы саморез не провернуло и не сорвало резьбу. Тогда от него толку там не будет. Аккуратно подтягиваем, чтобы чуть-чуть подтянуло, и все, и оставляем. Дальше берем следующий саморез и в соседнее отверстие, но только в другую сторону. Подтянули. И также еще нужно у нас крепеж там 4, 5, 6 саморезов в разные стороны. Смех смехом, но вот на таких крепежах, колхозных назовем их, когда принцип ёршика, когда у самореза там в разные стороны идут, окна держатся довольно-таки надежно, окна и двери вот в таких вот конструкциях. И выигрывают, причем даже перед порядка всеми этими дюпелями. Короче, в общем, вырвать я его смогу, уже видно, да, начала стена вырываться, но смысл поняли. Очень высокую нагрузку выдерживает, двумя руками я рвал, и уже именно рывком он начал как бы вырываться. Надеюсь, с выбором вам помог, с дюпелями разобрались. Вы поняли, что в газоблоках, пеноблоках также можно крепить надежно. Крепежей очень много, просто нужно под каждое выбирать свой правильный нужный крепеж. Все, если видео было полезно, пальцы вверх, подписывайтесь обязательно на канал, пишите комментарии. Я напомню, первый час после выхода видео я сижу и отвечаю на все ваши комменты. Всем пока!